Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык и хочет слышать русскую нормальную живую речь, но чуть-чуть адаптированную для студентов разных уровней. Сегодня у нас выпуск номер 99. Я не могу поверить в то, что скоро у нас будет юбилей, но не будем забегать вперед. Очень хорошая фраза — забегать вперед. Друзья, я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас подкаст номер 99, и сегодня очень интересная тема. Сегодня я познакомлю вас с 10 отличнейшими, прекраснейшими, просто великолепными фразами, фразеологизмами, идиомами со словами «брать» и «взять». Этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно А2, Б1, но, как я люблю повторять, студенты других уровней, я уверен, тоже получат массу удовольствия и огромную пользу, если до конца дослушают и досмотрят этот выпуск. Ну что, вы готовы? Мы начинаем! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Я совсем забыл сказать, друзья. Даже не знаю, как сказать, меня переполняют эмоции. Дорогие друзья, вы можете бесплатно скачать транскрипцию к этому выпуску со всем текстом, который, собственно, будет звучать в этом выпуске. Итак, вы можете скачать бесплатную транскрипцию с дополнительными упражнениями на моем сайте russianradioshow.com. Если вы не любите транскрипции, а любите субтитры, то можете включить субтитры на русском языке. Я говорил, что вас ждет сюрприз. Вот, пожалуйста, вот и сюрприз. Ну что, друзья, вы готовы? Давайте начнем с пары глаголов «брать» и «взять». Студенты ненавидят эту пару глаголов, потому что несовершенный вид «брать», совершенный вид «взять». Студенты привыкли, что несовершенный вид и совершенный вид часто похожи друг на друга. Читать, прочитать, делать, сделать, смотреть, посмотреть и так далее. Но глаголы «брать» и «взять» абсолютно не похожи. Итак, друзья, вместе запоминаем: несовершенный вид «брать», совершенный вид «взять». И сегодня, друзья, у нас фразеологизмы. В русском языке очень много фразеологизмов с глаголами «брать» и «взять». Переходим сразу к делу. Очень хорошая фраза, еще одна очень хорошая фраза. Переходим сразу к делу. Итак, друзья, первая фраза, первый фразеологизм — брать что-то с потолка. Мои студенты знают, что я несовершенный вид обычно показываю так: брать что-то с потолка. Брать что-то с потолка — это значит выдумывать что-то, говорить что-то без оснований. Соответственно, взять что-то с потолка. Мои студенты знают, что совершенный вид я всегда показываю так. Взять что-то с потолка значит выдумать что-то или сказать что-то без оснований. Конечно, легче запоминать новую информацию, опираясь на контекст. Да? Если есть контекст, намного легче запоминать и запомнить новую информацию. Итак, пример. Он просто взял цифры с потолка. Никакой логики в этих расчетах нет. Он просто взял цифры с потолка. Он просто выдумал их. Просто их выдумал. Итак, брать что-то с потолка и взять что-то с потолка. Вторая фраза — брать в голову. Брать в голову — это голова, что можно брать, что можно взять в нее. Брать в голову — это значит обращать на что-то внимание и переживать из-за чего-то, волноваться из-за чего-то. Брать в голову. И очень часто этот фразеологизм мы употребляем
чтобы дать человеку совет: не бери это в голову, не бери это в голову, не переживай, не думай об этом, все будет отлично, будь оптимистом. Итак, брать в голову, взять в голову. Не бери в голову, успокойся, все будет хорошо. Не нужно брать в голову и думать об этой проблеме. Третий фразеологизм, друзья: брать себя в руки. Вы не о том подумали. Ничего интимного и ничего того, о чем не говорят обычно в приличном обществе. Брать себя в руки — это значит успокаиваться, контролировать эмоции. Соответственно, взять себя в руки — это значит успокоиться. Успокоиться. Пример. Я знаю, что тебе тяжело, но надо взять себя в руки и жить дальше. Например, если у человека случилось что-то неприятное, он в депрессии, друзья могут ему сказать: надо взять себя в руки, нужно жить дальше, нужно успокоиться, нужно успокоиться. Четвертый фразеологизм — брать пример с кого-то или взять пример с кого-то. Совершенный вид. Итак, брать пример с кого-то — это значит подражать кому-либо, следовать чьему-то примеру. Например, бери пример с сестры. Она всегда делает домашнее задание. То есть брать пример с кого-то — это подражать кому-то, делать то, что делает этот человек. Вообще говорят, что не всегда хорошо брать с кого-то пример. Нужно идти своей дорогой, нужно быть собой. Но, с другой стороны, если вы берете пример с какого-то человека, который добился больших успехов, хороших результатов, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. Итак, брать пример с кого-то, подражать кому-либо, следовать чьему-либо примеру, следовать чьему-то примеру. Пятая фраза, пятый фразеологизм — брать на себя. Очень часто мы говорим брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность — это значит отвечать за это. Отвечать за это. Например, родители всегда берут ответственность за своих детей. То есть они ответственны за своих детей. Итак, брать на себя. Но еще, друзья, можно брать не только ответственность, но и, например, организацию праздника. Например, если кто-то говорит: я возьму на себя организацию праздника. Я возьму на себя организацию праздника. Это значит, что этот человек ответственен за организацию праздника. И если вы собираетесь компанией, например, на пикник, кто-то может спросить: так, нужно купить колбасу. И другой человек говорит: я беру это на себя. То есть я буду ответственным за покупку колбасы. Организатор говорит: так, а кто купит пиво? Другой человек говорит: я беру это на себя. Я беру пиво на себя. То есть это моя часть ответственности. Я беру это на себя. Друзья, сделаем маленькую паузу, маленький перерыв. Хочу напомнить вам, что вы всегда можете стать моим студентом. И, честно говоря, друзья, уже осталось мало места для новых студентов. У меня так много постоянных студентов, что вполне возможно, скоро я перестану брать новых студентов. Так что, если вы хотите стать моим студентом, поторопитесь. И напоминаю вам, что у меня есть русский разговорный клуб. В этом клубе участвуют студенты, чей уровень B1, B2. Но если ваш уровень A2+, и вы неплохо говорите, я думаю, вы тоже можете принять участие в нашем русском разговорном клубе.
Все подробности на сайте russianradioshow.com. Русское радиошоу. А мы продолжаем, друзья. Следующий фразеологизм — брать быка за рога или взять быка за рога. Вы знаете такое животное? Бык. Бык. Очень агрессивное животное, и у этого животного большие рога. И только смелый человек может взять быка за рога. Итак, брать быка за рога — это значит решительно действовать, сразу начинать какое-то дело. Решительно действовать, начинать какое-то дело быстро, с энтузиазмом. Пример. Не нужно откладывать этот серьезный разговор. Бери быка за рога и все узнай. То есть человек хочет у другого человека что-то узнать, что-то спросить, но он не решается, и ему говорят: ты должен взять быка за рога. Бери быка за рога. Действуй. Хватит думать. Ты должен начать действовать активно. Ты должен начать этот разговор. Ты должен спросить. Ты должен задать вопрос. Отлично, идем дальше. 7-й фразеологизм — брать под крыло. Угу. Вы знаете, что такое крыло, я надеюсь. Крыло есть у самолета. И крыло, конечно же, есть у птиц. И если у птицы появляется птенец, ребенок птицы, то мама часто своего ребенка, птенца, берет под крыло, прячет под крыло. Итак, брать под крыло — это значит опекать кого-то, заботиться о ком-то, заботиться о ком-то. Пример. Мой преподаватель взял меня под крыло и помог подготовиться к экзамену. Это значит, что преподаватель опекал этого студента, заботился об этом студенте, занимался с ним дополнительно, помогал ему, практически как птица заботится о своем птенце, о своем ребенке в кавычках. Это значит брать под крыло, опекать кого-то, заботиться о ком-то. Следующая фраза — брать за душу. Вы знаете, что в русской культуре слово «душа» имеет очень большое значение. Для нас душа очень важна. Брать за душу — это значит вызывать сильные чувства, трогать до глубины души. Взять за душу, соответственно, вызвать сильные чувства. Пример. Слова этой песни всегда берут меня за душу. То есть человек слушает песню с красивыми словами. В этой песне есть красивые слова, и эти слова настолько красивые, настолько искренние, что они доходят до глубины души, до глубины души. Итак, брать за душу, вызывать сильные чувства, трогать до глубины души. Предпоследний фразеологизм — брать ноги в руки. Я обожаю эту фразу. Вы знаете, что такое ноги, вы знаете, что такое руки. Вопрос: как можно брать ноги в руки? Это нужно быть, наверное, акробатом, чтобы уметь это делать. Брать ноги в руки — это быстро уходить или убегать. Пример. Друзья, мы опаздываем, наш самолет через час. Берем ноги в руки и едем в аэропорт. Понимаете, как работает эта фраза? Брать ноги в руки, то есть быстро уходить, быстро убегать. Угу. И последний фразеологизм. Брать слово. Брать слово с кого-то. Это значит требовать с человека какого-то обещания. Брать слово с кого-то. Или взять слово с кого-то. Совершенный вид. Пример. Я взял с него слово, что он больше никогда не будет курить.
То есть этот человек пообещал мне, что он больше никогда не будет курить, а я взял с него слово. И, соответственно, этот человек дал мне слово. Он мне дал слово, он мне пообещал, я с него взял слово. То есть я услышал это обещание. Итак, брать слово с кого-то, требовать обещания. Вот такие фразеологизмы, друзья, у нас сегодня в русском радиошоу. Напишите, пожалуйста, ваши примеры в комментариях. Я всегда с большим удовольствием читаю комментарии. Как правило, отвечаю на эти комментарии. Если вам нравится русское радиошоу, поставьте лайк этому видео. Напишите комментарий. Если вы слушаете подкаст на Spotify, на Apple Podcast, также вы можете поставить лайк или 5 звездочек. И тогда платформы Spotify, Apple Podcast поймут, что вам нравится русское радиошоу. И не забывайте, что вы можете абсолютно бесплатно скачать транскрипцию к этому выпуску с дополнительными упражнениями на моем сайте russianradioshow.com. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!